Этот день настал. Сборная Армении принимает сборную Португалии. Вчера настоящее было сумасшествие на тренировке сборной Португалии. Криштиану Роналду и вообще все звезды не давали им проходу, но их никуда не пустили. И в итоге детям и многочисленным поклонникам Криша пришлось следить. Спасибо. Пришлось следить за тренировкой где-то из-за заборов. Видели они проезжающий автобус, проносящийся. Но тем не менее, давайте вспомним, как это было совсем коротко. Guys, respect it again. Mais ou menos sensível do ponto de vista das escolhas. Portugueses têm em relação a essa escolha. Estou a falar Вы видите, сзади меня эта вереница журналистов тянется. Очень много народу. Ну, я думаю, что под сотню будет точно, наверное. А сколько там сейчас будет? В Тюмени приехали. Ничего себе, на матч или нет? Да, на матч приехали, чтобы вот ребенок хочет посмотреть. Получается, да, 2 билета, $1000. Неплохо, да. И в итоге, вот она бегает. Там, да, вот это вот. Ну, вроде бы разобрался я в истории с телефонами. Оказывается, охранники вот так вот издалека зумируют и снимают тренировку сборной Португалии для детей. Очень мило. Мы Витиню видели в автобусе. Витини? Хотелось бы, что Армения выиграла. Я за Армению, конечно. Я болею за нашу. Не, ну я... Не, ну сложно будет, конечно, Португалия. Конечно, сложно. Ну, я за последнего был за Армению. Будет за Армению. Да. Ну, это просто скорее такой матч для армян, чтобы увидеть легенды. Да, но они все в оптимальном составе. Да, приехали. Это круто. Они будут пытаться. У армян только слабое место то, что они выпускают один матч и все. Они больше не играют нормально. Вообще на этом месте должно было быть полноценное превью к матчу Португалии и Армении, но, знаете, как будто бы не хватило мне, знаете, как говорится, фактуры, содержания, и я немного это дело упростил. Вот посмотрели мы тренировку, к сожалению, тренировку сборной Армении посмотреть не получится, потому что меня там не было, но коллеги говорят, что это тоже было на уровне. Друзья, ну а если вы на моем канале впервые, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Здесь много про футбол. Грузия, конечно, в центре внимания. Хвича, Чеквитадзе и все другие грузинские таланты. Но периодически буду выбираться в Армению, в Казахстан и в другие страны. Сейчас много интересного. Везде идет развитие. Узбекистан тоже не забудем. Поэтому подписывайтесь и обязательно ставьте лайк. Вчера я был также на каждой пресс-конференции. Первым был Роберто Мартинес, улыбался, много шутил. Был, кстати, конкретен, очень внимательно слушал. Я у него спрашивал про вообще способность тренера подвести всех к одному знаменателю, к одной форме, когда где-то сезоны стартовали, где-то они идут уже давно. Он, знаете, там пофилософствовал, ничего конкретного не сказал, но из конкретики, что было интересного. Когда у него спросили, какой результат вас удивит, впечатлит, и вы будете расстроены после него, он сказал, что никакой, потому что мы играем, чтобы показывать максимум свой. Мы стремимся к идеалу, вот знаете, эти олимпийские ценности, стремление к совершенству, и поэтому главное не результат, а главное то, как мы сыграем. Если сыграем хорошо, то результат придет. Ну, мне хотелось добавить, а если 0-3 Армения выиграет, и вы покажете классный футбол, вы будете этим довольны, но, к сожалению, такой возможности не было. Кто-то пытался спросить про поле после концерта Дженнифер Лопес, но тоже этот вопрос быстро обрезали. Хотя, стоит сказать, я посмотрел на газон, ну, он совсем не такой, каким был сразу после концерта. И вообще, когда я увидел фотографии после концерта, я думал, что это будет катастрофа. И вообще, как бы матч куда ни перенесли. А в Армении-то некуда переносить, но вроде все обошлось. Что касается Егише Меликяна, большая часть вопросов была на армянском. Но, в общем-то, тоже там касалось это конкретных позиций, конкретных игроков. Есть замечательный канал в Бутсах, где есть полный разбор вообще, в каком составе будет играть сборная Армении, кто приехал, кто не приехал. Поэтому я оставлю Гарику эту тему, и вы можете перейти по ссылке, в описании она будет, и здесь вот тоже появится.
Я добавлю про Эдуарда Спиртсяна, которого я видел и который говорил на русском, мне было немножечко легче. Он, знаете, был очень сосредоточен и боялся как бы не сболтнуть чего лишнего, вот, на мой взгляд. Отвечал очень дипломатично, что вот он приезжает в Армению, мотивация всегда есть, как может быть иначе. Про переход из Краснодара ничего не сказал, говорит, давайте сосредоточимся на сборы. Я не хочу сейчас говорить про уход, потому что я хочу говорить про завтрашний матч. Что касается мотивации, мотивация всегда есть, потому что я все-таки профессиональный футболист. В общем, стандартные вещи, которые мы все уже много раз слышали. Но для меня, знаете, самым главным были даже не эти все пресс-конференции, интервью, а легенда армянской журналистики Сурен Багдасарян, которого я встретил прямо на пресс-конференции, с которым мы записали большущее интервью. Оно выйдет отдельно на канале, но давайте послушаем, что он вообще думает об этой сборной и что он думает об этом матче. Я все же надеюсь, что при Егише Меликяна наша сборная, наверное, будет пойти вверх. Он показал, когда руководил Пюник, Пюник играл с командами в Европе, в разных лигах этих. Намного слабее был некоторых команд, но он организовал такую игру. При Егише Меликяне никто не может сачковать, извините за это слово. За каждый мяч будут бороться. И я не сомневаюсь в этом. А скажите, много голов ожидаете? Или... Я думаю, что не будет так, как было со сборной Грузии. Спасибо. Я думаю, это исключение было. И обстоятельства так сложились. И кроме того, сборная Грузии сейчас это другой уровень. Я напоминаю про отличную возможность. Академия Awesome Sports находится в Испании. Все топ, помогают попасть в испанский футбол. Вот уже 3 грузинских парня активно тренируются, играют. И есть шанс, что повторят путь того же Кочурашвили или Жоржа Микаутадзе, который в Испании один уже поиграл, а второй как раз-таки туда идет. По ссылке в описании есть контакт директора Академии Яны, которая все знает о испанских документах, как попасть, как оформить, как заиграть. В общем, пишите, звоните. Главное сказать про промокод Сакартвело10, и это ваш шанс, ваш путь в испанский футбол. Я уверен, у нас все получится. Удачи! Сакартвело10, не забудьте, пока не поздно. Вот будто бы всех послушали, но знаете, чего не хватает? Португальцев. А их я вчера встретил в аэропорту, и вот давайте послушаем, что они думают вообще об Армении, Грузии и предстоящем матче. Это очень интересно. You often travel with it, like to follow Portuguese team? Yes, we follow a lot, yeah. Ah, great. First time in Armenia? Yeah. What can you say about Georgian game? Because It was a nice atmosphere. But unfortunately, I think that first half wasn't that good, to be honest, from the Georgian side. But I think the second half they were very, very good, and they could have drawn it, but I think the last minute they missed it as well. So I think a draw would be fair, to be honest. But you definitely remember the game Georgia-Portugal, yes? yes. Yes, we did. Yeah. To be fair, we were rotating our players that game. Yeah. But it was a very good play from Georgia, so I was happy, So I like Georgia over Turkey, so it's okay. Did you have some sympathy after that game, Georgia-Portugal? It was nice, man. Yes, I think yes. even between the fans, we had a lot of fair play with Georgia. That's why we came to Georgia, because we were like, Great. we're gonna play Armenia, but I'd rather go to Georgia as well, just as see the country, nice people and everything. But yeah, it was good. I think it'll be a good game. I think we'll push it through. To be honest, I think we'll come through. And as I understand, it will be the first one without Diego Jota, and maybe there will be some tribute also. Yes. That's a very emotional one. It was heartbreaking, to be honest. I think all the fans are ready. We're trying to do some tribute to him. We prepared some stuff, so let's see how it goes through. There's not a lot of fans in this game, but I think in the next home game will be bigger. But we'll try to do something in here, something special. It felt heartbreaking. Thank you. Вот теперь уже все, и в этих дебрях Еревана хотелось бы закончить этот выпуск. Знаете, может быть, не было тут много аналитики, я, признаюсь, я в армянском футболе сильно не разбираюсь, хотелось просто посмотреть, как у соседей будет вообще праздник, какое будет ощущение. И хочется, чтобы сегодня была борьба, вот знаете,
Уже 3 раза встречались здесь Армения и Португалия. И, пожалуй, самый яркий матч был, когда хитрик сделал Роналду и 2-3 выиграла Португалия. Вот давайте загадаем сегодня что-то подобное. Я не буду просить какой-то конкретный счет, предсказывать, тем более, что 2-3 свои я уже увидел. Но давайте рискнем. Я рискну спрогнозировать, что будет 2-2. Хотя Португалия сильнее, Португалия круче по всем направлениям. Но загадаем, а там уж как получится. Не угадаем, но с таким настроем иду на игру. 2-0 Португалия будет вести тоже, но армяне отыграются. Знаю, что не все смотрят это видео из Еревана, поэтому для тех, кто скучает по этому прекрасному городу, давайте просто немножечко посмотрим красоты армянской столицы.